Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Четверг, место встречи изменить нельзя. Снова заходим в игру и встречаем очередное оперативное обновление. Учитывая, что новая кампания стартовала еще на прошлой неделе, в принципе чего-то глобального мы сегодня не получили. Ну конечно, за исключением обнуления фазы и обновления некоторых паков, о чем и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Также в телеграм-канале PlayRock проходит новый розыгрыш с множеством разнообразных призов, начиная от игровой клавиатуры и AirPods Pro и заканчивая пополнением Steam и звездами в Телеграме. Все это и прочие подробности конкурса будут в закрепленном посте в телеграм-канале PlayRock. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Как и всегда, в игре появился новый эпический набор, который содержит атакующих игроков европейских команд. Это Луиш Фигу, это Лоренцо Инсинье и, что удивительно, Карлос Тевес. Причем, что удивительно, при наличии в партнерах такой команды, как Манчестер Юнайтед, Карлос Тевес появляется как игрок Манчестер Сити сезона 10-11. Но кто знает, возможно, в недалеком будущем мы увидим Тевеса и от Ювентуса, той самой команды, чьих игроков Konami любят использовать, и, возможно, от Манчестер Юнайтеда. Представлен он как центральный нападающий со стилем оттягивающийся форвард. Причем, даже будучи нападающим, даже оттянутым форвардом, Тевес не получил никаких навыков, связанных с ударами. Его два основных навыка — это динамический дриблинг и скоординированные пасы. И если вы по итогу пойдете за этой карточкой или на момент выхода этого ролика уже выловили Тевеса, то в комментариях буду рад узнать ваше мнение касаемо этой модельки. Помимо эпического пака с игроками европейских команд, нам также выкатили пак с игроками японской J-лиги, причем для нас, для европейских болельщиков, этот пак лишь отчасти может быть интересен, потому что в нем представлены двое знакомых нам футболистов. Это Давид Вилья времен выступления за Виссел Кобе и Хидетоши Наката времен начала своей карьеры, то есть его молодая моделька. Новая команда недели во главе с Лионелем Месси. На мое удивление, Месси не получил карточку с бустом. Вместо этого буст выдали Кевину Де Брюйне, Чуамини и Рису Джеймсу, тогда как Месси обладает рейтингом в 96 пунктов, и, скорее всего, при сыгранности с тренером его рейтинг будет достигать 100 пунктов. Ну, может быть, 101. К сожалению, на момент записи этого ролика точно посмотреть не получится. Что интересно, Месси представлен со стилем классическая десятка, а поэтому, если вы каким-то образом и по каким-то причинам заглядывались на карточку аргентинца в паке за 1700 монет, в первую очередь можете попробовать выловить его из этого пака, и думаю, что разница будет не сильно хуже, учитывая, что для нынешнего возраста Месси Konami, не сказать, что прям зажали ему скоростные цифры. Они не самые быстрые, конечно, но для Месси, я думаю, этого будет более чем достаточно, если мы не говорим про молодую модельку. Если вы выполнили предыдущие условия, связанные с шоутаймовской карточкой Иска, то сегодня вы должны были ее забрать, тогда как стала доступна следующая цель, которую нам предстоит выполнить, также заняв определенное место в дивизионах, это шоутаймовская карточка Пьера-Эмерика Обамеянга. Уже не такой однозначный выбор, как это было в случае с Иско, потому что Иско, может быть, и редко появлялся в тех или иных паках, но большинство из нас знают, что у него очень приятная моделька. Тогда как Пьер-Эмерик, как будто бы после перехода с PES на eFootball в своей модельке как будто бы немножко потерял ту самую прелесть. Так и более того, у этой карточки нестабильная физ-форма, а вот стабильные буквы не распространяются на шоутаймовские карточки. Если нестабильная физ-форма у эпиков, на это еще можно как-то закрыть глаза. У бигтаймов, например. Азар и бигтаймовский Бейл тому подтверждение. Но если нестабильная физ-форма у шоутайма, то с высокой долей вероятности Обамеянг будет, скорее всего, на красной стрелке. С обновлением фазы, конечно же, обновились и номинальные паки, а в частности номинальный пак, первое впечатление от которого: боже, что это такое?
Нет, ну правда, дизайн и вправду выглядит как-то вырвиглазно. Не самый плохой дизайн, просто чересчур яркий. Как будто бы сделать его чуть-чуть потусклее или просто потемнее, и было бы уже неплохо. А так, пока попытаешься разглядеть фамилии и силуэты игроков на этих карточках, глаза банально устают от этого заднего фона. Но в то же время сам пак получился очень даже интересным, и меня радует, что уже второй номинальный пак подряд Konami продолжают представлять интересные модельки, интересных игроков, потому что здесь мы наблюдаем Пачо в качестве центрбэка из ПСЖ, новичка Арсенала в лице Виктора Дьокериша, Уго и Китики, которому энное количество дней все еще не добавляют игровой геймфейс, но я так подозреваю, что это дело времени. Ну и молодые таланты из Порту, Лица и Реала, то есть на любой вкус и цвет модельки. И поэтому, несмотря на столь вырвиглазный дизайн, в принципе, номинальный пак, как мне кажется, получился, если не полезным для тех же фри-то-плейных составов, то как минимум интересным. Также в главном меню не забудьте проверить вкладки, потому что там появился новый опрос, так называемый квиз, который связан с Люком Шоу и той вещью, которую он берет с собой на матче. Достаточно странный вопрос, ибо не совсем понятно, откуда мы должны знать, что именно он берет с собой в матч-дэй и вообще, что такое гидратация. Но во всяком случае можно попытаться угадать на шару, и если по итогу вы дали правильный ответ, а это можно узнать через пару-тройку дней, то вы получите хайлайтовскую карточку англичанина. Ну и, возможно, самый главный вопрос после обновления фазы, после обновления некоторых паков, что же там с сокровищами? Обновился ли соответствующий пак и появились ли новые сокровища? На сегодняшний момент нет. Я так понимаю, что придется подождать до следующей недели, или может быть даже 2 недели, то есть какое-то время нам необходимо подождать после завершения, после обнуления предыдущих сокровищ, прежде чем мы увидим следующий эпический набор и следующие сокровища. Но на данный момент пока что в игре сокровища недоступны. Ну и в принципе это все, о чем я хотел рассказать в рамках сегодняшнего ролика, посвященному оперативному обновлению. Как и всегда, в комментариях под этим роликом буду ждать ваше мнение касаемо всего увиденного и услышанного. Как вам новый номинальный пак? Что думаете о новой карточке Карлоса Тевеза? Как вам в целом тот факт, что он стал партнером игры? Ну и обо всем этом и не только, также пишите под этим роликом. Поддерживайте его своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!